Соберись, дитя мое. Мне нужно, чтобы ты чувствовал это с каждым вдохом. Это не тот момент, когда можно отвести взгляд, щелкнуть или просто вымолить, чтобы это исчезло. Кто-то очень близко к вам, ближе, чем вы даже осознаете, вот-вот войдет в момент, который изменит все. Не через месяцы, не через годы, но раньше, чем вы думаете. И правда болезненно, тюрьма больше не угроза. Это определенность. Да, я сказал это. Невозможность. Не предупреждение. Судьба. Духовный приговор, уже вписанный в ткань того, что разворачивается за закрытыми дверями. Божественное разрешение было дано не как наказание, а как откровение. Потому что то, что вот-вот выйдет на свет, касается не только преступления или последствий, это секреты. Скрытые. Те, которые гноились в тишине, даже когда обменивались улыбками и держались за руки. Теперь слушайте внимательно. Это не только о них. Речь идет поты. Их падение коснется твоей жизни, как волна, прорывающаяся сквозь хрупкую стену. Потому что когда это откроется, когда маска спадет и правда обнажится, ты увидишь, что Бог позволил тебе услышать это сейчас, не для сплетен, не для страха, а для подготовки, как ты связан с этим падением. И оно откроет дверь в твою собственную историю. Здесь происходит духовная сделка. Враг считает, что он организует трагедию, но он не осознает, он зажигает чудо. Не то, что вы ожидаете. Не исцеление, которое останавливает боль до ее начала. Нет, это то чудо, которое требует боли, что требует бури, что приносит богатство, благословение и божественную ясность начала, разрушив иллюзию. Теперь вы находитесь в Доме Божьем. Оставайся со мной. Оставайся в каждом слове, потому что истинное благословение глубоко зарыто во второй половине этой истории. Вы захотите уйти, когда боль станет тяжелой. Вы захотите прекратить просмотр, когда эмоции начнут гореть. Но вот тогда чудо начинает дышать. И если вы отрежете его слишком рано, вы уйдете без своего наследования. То, что грядет, больше, чем вы себе представляли. Этот человек, этот индивидуум, чья судьба, кажется, предрешена, ключ к чему-то, запертому в вашем прошлом и вашем будущем. Их крах – не совпадение. Это сигнал. Священная тревога. Божественный мигающий свет с небес, который говорит «приготовьтесь». Ваше имя вписано в этот крах не потому, что вы его вызвали, а потому, что вы избраны выкупить что-то из пепла. И мне нужно сказать это: Бог не наказывает их. Он разоблачает что-то. Он выводит истину из укрытия. Потому что то, что годами скрывалось во тьме, теперь слишком опасно, чтобы оставаться нетронутым. То, что начиналось как небольшой компромисс, теперь переросло в предложение. Священная рука снимает завесу, и как только завеса будет разорвана, ничто уже не будет прежним. Это не вымысел. Это не драма. Это пророческий. Ты почувствуешь тяжесть этого откровения, как железо на твоей груди. Но не отворачивайся. Оставайся до конца. Потому что то, что выглядит как срыв, твой прорыв. Дверь, которая за ними закрывается, ключ, отпирающий твое благословение. Есть наследство, проходящее через этот шторм. Но если вы не понимаете установку, вы никогда не получите расплачиваться. Это ваш момент, чтобы успокоиться, быть бдительным и отдать свое сердце более глубокому уровню веры. Смотрите внимательно, слушайте глубоко. Ибо это начало потрясения, которое приведет не только к тюрьме, но и к урожай. Тот, на котором есть ваше имя, божественная тайна спрятан в руинах.
И все это скоро раскроется. Есть боль, которую ты молча носила в себе слишком долго. Тихая боль в глубине души, которая шепчет по ночам: «Что я делаю не так?» Вы задавали этот вопрос снова и снова, пока это не стало ежедневной молитвой не веры, а истощения. Вы отдавали, вы прощали, вы верили. И все равно ничего не менялось. Обещанный вам прорыв все откладывался. Урожай так и не пришел. Дверь всегда закрывалась прямо перед тем, как вы касались ручки. И теперь, дитя мое, ты должен ясно услышать это. Вы несли в себе чувство вины, которое изначально вам не принадлежало. Это бедность. Это несчастье. Это промедление. Это не потому, что вам не хватало веры. Это не потому, что вы недостаточно усердно молились или не сеяли правильные семена. Нет, это потому, что в ваш лагерь вошел скрытый враг. Кто-то вошел в вашу жизнь не для того, чтобы благословить вас, а чтобы сломать вас, мягко, тихо, не обнаруживая. Они улыбались. Они смеялись вместе с тобой. Они держали тебя за руку, когда ты плакал. Они называли тебя братом, сестрой, другом. Они говорили с тобой имя Бога. Они делились мечтами, обменивались аминь, даже постились в твоем присутствии. Но глубоко внутри, под маской, они никогда не были с тобой. Их присутствие не было прикрытием. Это было проклятием. Они не были посланы исцелять, они были назначены препятствовать. Это не было случайностью. Это была тайная операция из ада. Вас не оставил Бог. В вас проник саботаж. Сколько лет ты потерял в застое, потому что был верен лжи? Сколько ночей ты взывал к небесам, думая, что это ты кто промахнулся, когда на самом деле кто-то подливал яд в ваш колодец, притворяясь вашим защитником? Боль, которую вы чувствуете, постоянный цикл почти благословений и внезапных потерь, не была случайной. Она была срежиссирована. И теперь занавес откидывается. Это час разоблачения. Это момент, когда Бог снимает завесу и показывает вам, почему богатство никогда не задерживалось, почему возможность всегда ускользала, почему исцеление никогда не приходило полностью, это не ваше сердце подвело, это ваше доверие было использовано не по назначению, кто-то из вашего окружения никогда не должен был войти в ваш следующий сезон. Они были посланы только для того, чтобы стать испытанием в вашем текущем сезоне. И что самое болезненное? Ты любил их. Ты верил в них. Ты вливал в них свой дух. И Бог видел все это. Он видел, как ты отдавал без остатка, как ты надеялся без доказательств. И теперь Он говорит: достаточно, точка промедления достигла своего последнего часа. Время для фарса закончилось. Прозвучал божественный сигнал тревоги. Небеса устали смотреть, как тебя используют как сосуд света, стоя рядом с теми, кто прячется во тьме. Дитя Божье, разве ты не видишь? Это не было невезением. Это не был неудачный сезон. Это было задание, созданное в духовных местах, поддельная связь, призванная удерживать тебя в кругах, одновременно убеждая тебя, что ты движешься вперед. Речь шла не о том, что ты делаешь неправильно. Речь шла о том, кто был достаточно близко, чтобы заблокировать то, что ты делаешь правильно. Некоторые из вас родились с мантией изобилия. Наследство благосклонности. Судьба, которая включает в себя и то, и другое, дочка богатства и власть, но каждый раз, когда ты делал шаг к своему обещанию, та же тень падала на твой путь. Тот же знакомый голос, тот же человек, которому ты продолжал придумывать оправдания, всегда имел причину, по которой это было не твое время. Всегда приносил смятение, когда ясность была близка.
всегда превращал празднование в печаль. И все же ты оставался. Ты держался. Потому что ты думал, что вера означает преданность, даже когда твой дух взывал к освобождению. Больше не надо. Небеса объявили о разделении. Маскарад окончен. Бог вырывает своих избранных из тисков ложных назначений. Время скрытой войны, замаскированной под дружбу, заканчивается. И да, будет горе. Будет шок. Но не путайте боль разлуки с неудачей. Это свобода, это разрыв цепей, о которых вы и не подозревали, что они были обернуты вокруг вашего потенциала. Это не просто разрыв, это избавление. Чувствуете ли вы это сейчас? Тяжесть, которая давила на ваши финансы, на ваше творчество, на ваши мечты, она поднимается. Причина, по которой вы чувствовали, что каждый шаг вперед стоил вам вдвое больше, чем должен был стоить, была не в том, что вы были недостойны, а в том, что вы несли мертвый груз. Вы были привязаны к тому, кто не собирался двигаться. И потому что вы не отпускали, они держали тебя неподвижно. Но благодать все еще говорит. И Бог в своей милости не оставил тебя в этой ловушке. Ты здесь, прямо сейчас, слушаешь эти слова, потому что небеса объявили, что пришло время. Время для твоего изобилия течет, к время для вашего сердца должно быть восстановлено, к время для вашего семя, чтобы принести урожай, но ничего из этого не произойдет, пока вы привязаны к тому, что было послано, чтобы лишить вас будущего. Позвольте мне спросить вас об этом. Как долго вы будете игнорировать то, что ваш дух уже знает? Сколько знаков должен послать Бог, прежде чем вы позволите Ему разорвать связь? Готовы ли вы идти к богатству, даже если это означает идти в одиночку в течение сезона? Готовы ли вы получить свое наследство, даже если это будет стоить вам комфорта привычного предательства? Речь идет не о злобе, а о согласованности. Пришло время выбирать. Обещание или яд? Призыв или утешение? Дверь или отсрочка? Ты избран, дитя. Но избранный не значит избавленный от войны. Это значит избранный, чтобы преодолеть это, и Бог борется за твое освобождение. Он посылает истину, как огонь, через твой разум, пробуждая тебя к тому факту, что бедность никогда не была твоим уделом, она была твоей тюрьмой. Так что да, твое сердце будет болеть. Но после боли приходит изобилие, после воздействия начинается подъем, и если вы останетесь со мной, если вы досмотрите это до самого конца, вы увидите, что эта история никогда не была о чьем-то предательстве, она была о ваш прорыв. Следующая часть, то, что я собираюсь вам раскрыть, покажет вам точная причина эта задержка произошла и какая скрытая сила стояла за этим. Я покажу вам, через правдивую историю из Слова Божьего, как этот же вид предательства был использован для позиции выбранного для божественного переполнения. Но прежде чем мы двинемся дальше, я прошу вас кое о чем не только за себя, но и за каждую другую душу, которая молча борется с тем, что вы сейчас слышите вслух. Поставьте лайк этому видео прямо сейчас. Да, прямо сейчас не просто поддержать сообщение, но и выпустить согласие в духовной сфере. Лайк – это декларация. Сигнал, который говорит «Боже, я вижу правду». Я принимаю разоблачение. И я выбираю благословение вместо маскировки. Поставьте лайк сейчас. Потому что, когда вы это делаете, вы не просто подтверждаете просмотр видео, вы открываете новую дверь в духе. Оставайся со мной. Чудо разворачивается. Предательство было подставой, на благословение – это награда, и это будет дальше. Каждый раз, когда ты приближался, что-то оттягивало тебя назад. Каждый раз, когда твое сердце начинало исцеляться, каждый раз, когда твоя вера начинала расти, каждый раз, когда видение снова казалось ясным, внезапно хлопнула дверь.
Появилось отвлечение. Разразился спор. Твоя энергия упала. Твоя ясность превратилась в туман. И снова ты задал себе вопрос. Ты прошептал: «Это я? Проблема во мне». Но послушайте это сейчас. Это был не ты, это не совпадение. Это не было случайностью. Это была война. Не война кулаками или огнем, но тонкостью, духом, соблазнением. Духовная война, так искусно спрятанная за знакомыми лицами, что вы даже не осознавали, что истекаете кровью, пока ваш покой не исчезал. Эта война не объявляла о себе хаосом. Она прокралась через комфорт. Она носила лицо того, кому вы доверяли. Того, кто когда-то вытирал ваши слезы, но тайно наблюдал, как вы спотыкаетесь с облегчением. Враг на этот раз не кричал. Он шептал. Он не появился в ярости, он прибыл в объятиях. И вот теперь завеса упала. Дитя Божие, то, что ты чувствуешь, это не смятение, это пробуждение. То, что ты чувствуешь, это не страх, это проницательность только потому, что ты стоишь на поле битвы. Не по своему выбору, а по призванию. Это территория, где личность либо крадут, либо укрепляют. Это поле битвы, где судьба либо задерживается, либо доставляется. И ты, да ты, больше не являются жертвами этой войны. Вы – цель и ответ. Позвольте мне ввести вас в слово. Позвольте мне показать вам человека, который пережил эту самую духовную засаду. Его звали Джозеф, и, как и ты, он нес благосклонность. Он был облечен судьбой, которая вызывала зависть не только у врагов, но и у его собственной семьи. Его собственные братья, кровь от его крови, люди, которые должны были защищать его, они были теми, кто продал его. Не чужаки. Не посторонние, его предал собственный народ. Иосиф был любим Богом. У него были мечты. Он был отмечен. Но те самые люди, которые улыбались в его присутствии, планировали похоронить его. Сначала они бросили его в яму. Затем продали его незнакомцам. Лгали своему отцу. Продолжали жить, как будто ничего не произошло. Разве это не знакомо? Разве вы этого не видели? Те, кто должен был тебя прикрывать, и были теми самыми руками, которые тебя повергли. Скажите мне, сколько раз вас бросали в духовную яму те, кто утверждал, что любит вас? Сколько раз вас заставляли молчать, когда вы пытались высказать свое видение? Сколько раз вы радовались чужому успеху, скрывая при этом нанесенные вам раны? И как Иосиф, ты продолжал идти. Ты продолжал появляться. Ты не перестал мечтать, но в глубине души ты начал задаваться вопросом: почему боль преследует меня? Почему отвержение кажется таким обыденным? Почему я благословляю, но редко чувствую благословение в ответ? История Иосифа – это твоя история. Его задержка была божественной. Его страдания не были наказанием, они были позиционирование, потому что яма никогда не была концом. Это было начало обнажения и возвышения. Позвольте мне спросить вас, если бы Иосиф не был предан своими братьями, достиг бы он Египта? Вошел бы он во двор фараона? Был бы он поставлен в положение с такой властью, что стал бы тем, кто спас всю свою родословную от голода? Теперь вы это видите. То предательство, которое ты пережила, это была подстава для тебя, божественное продвижение. Та дверь, которая закрылась, не была отказом, это было перенаправление, этот знакомый голос, который задержал тебя, это была Божья милость, защищающая тебя от тюрьмы, намного худшей, чем та, в которую вошел Иосиф. Потому что если бы ты остался верен тому, что тайно работала против тебя,
ты бы лишился всего, что небеса запланировали на твой следующий сезон. Враг пытался заманить вас в циклы. Те же отношения, разные лица. Те же шаблоны, разное место. Эмоциональное истощение, духовное замешательство, финансовый застой. Каждый раз, когда вы пытались подняться, что-то истощил тебя изнутри, когда ты усомнился в своем призвании. Ты начал сужать свое видение. Ты начал думать, что, может быть, маленькая жизнь безопаснее большой. Но пусть эта истина ударит в ваше сердце. Война, в которую вы попали, никогда не была связана с наказанием, она была связана с доказательством. Бог не проверял вашу способность выживать. Он доказывал вашу способность преодолеть только потому, что ваша личность опасна. У вас не просто есть благосклонность. У вас не просто есть потенциал, вы – носитель прорыва. Твой голос сотрясает атмосферу. Твое присутствие меняет духовный климат. И вот почему враг не напал на тебя с мечом, он использовал соблазнение. Потому что если он не мог убить твое тело, он пытался разбавлять вашу личность. Но теперь занавес отдернут. Ты видишь лица такими, какими они были на самом деле. Ты слышишь слова такими, какие они были на самом деле. И ты понимаешь, человек, которому ты доверял, не всегда доверял тебе. Тот, кто поощрял тебя, также тихо конкурировал с тобой. А те, кого ты называл безопасными, молча сеяли саботаж в твою почву. Но, дитя Божие, не плачь. Ты не сломан. Ты строишься. Потому что, как и Иосиф, то, что выглядело как отвержение, вот-вот станет ключ к вашему сверхъестественному возвышению, к то самое предательство, которое, как вы думали, похоронит вас, является дверью в изобилие, чудо, богатство и личность. Бог всегда был готов для тебя. Не беги с поля боя. Не проси старые двери открыться. Они были закрыты, потому что путь за ними был зараженный, и если бы ты прошел через это еще раз, ты бы потерял себя навсегда. Вместо этого стой спокойно. Подними голову. Потому что война показывает, кто ты на самом деле. Ты не просто тот, кто пострадал, ты тот, кого Бог избрал для возвышения. Вы не просто жертва предательства, ты сосуд божественной милости. Вы не просто переживаете задержку, вас готовят к внезапному, чудесному возвышению. И так же, как и Иосиф, настанет время, когда те же самые люди, которые тебя предали, предстанут перед тобой и даже не узнают, кем ты стал. Тебе не понадобится месть. Тебе не понадобится объяснение. Твой плод, твое изобилие, твой авторитет будут говорить сами за себя. Но сейчас выбирайте ясность. Выбирайте отпустить то, что выглядит дружелюбным, но ощущается тяжелым. Выбирайте верить, что это поле битвы не наказание, а испытательный полигон. На карту поставлена ваша судьба. И ваша личность тоже. Не соглашайтесь на полуправду и временное облегчение. Не возвращайтесь к тому, что почти уничтожило вас, потому что это кажется знакомым. Знакомое не всегда верно. Удобство не всегда заветно. Пусть Бог разрушит всякий ложный союз. Пусть Он разоблачит всякое поддельное покрытие. Потому что то, что грядет дальше, это не очередной урок. Это восстановление. Это повышение. Это своего рода чудо, которое окупит каждый год промедления. Но оно может произойти только в том случае, если вы решите уйти от отвлечения и войти в свою божественную сущность. Вы готовы восстать, как Иосиф? Тогда не пропустите то, что будет дальше. Следующая часть покажет вам именно, как Бог определяет ваше положение и то, что вы должны сделать духовно и практически, чтобы открыть дверь к вашему прорыву. Потому что то, что выглядело как саботаж, на самом деле было стратегией. И следующий ход твой.
Да, я видел. Я слышал. Каждое слово, которое они говорили за твоей спиной, было записано в архивах небес. Каждый смех, который они вынудили, замышляя твою боль, эхом разнесся по камерам вечности. Ты мог плакать в тишине, но небеса плакали вместе с тобой. Ты мог чувствовать себя одиноким в предательстве, но глаза Господа никогда не были отвергнуты. Шепот в темноте был не просто пустыми сплетнями. Нет, дитя мое. Они были задания, духовные попытки уничтожить твое призвание, погрузить твой дух в смятение и отменить божественное предназначение, которое я вложил в твои кости еще до твоего рождения. Это была не просто человеческая ошибка. Это была злой умысел. Расчетливая операция по уничтожению вашего будущего, подрыву вашего помазания и спутыванию вашей идентичности, пока вы не примете жизнь намного ниже богатства и цели, которые я создал для вас. Они не просто хотели задеть ваши чувства, они хотели погасить ваше пламя. Но теперь вмешиваюсь я, Господь. Время молчаливых страданий подошло к концу. Час скрытого саботажа окончен, Небесный суд открыл свои двери. Божественный суд не просто грядет, он уже начался. Я раскрываю то, что было сделано во тьме, и выношу это на свет. Всякая сказанная ложь, всякий замысленный план, всякая рука, поднятая против тебя в притворстве, это не останется скрытым. Я, Господь, не сплю. Я не забываю. И я не бросаю своих детей перед лицом несправедливости. Но теперь, когда я открыл вам правду, что вы будете делать? Это тот момент, когда ваше будущее определяется не тем, что они сказали, а тем, что ты выбирай сейчас. Потому что божественная справедливость заключается не только в наказании зла, она в отделении тебя от всего, что было с ним в паре. И здесь твоя дилемма, будешь ли ты оплакивать потерю ложной защиты или поднимешься в ясность своего истинного наследия. Ты не можешь войти в богатство, которое у меня есть для тебя, цепляясь за цепи, которые были использованы, чтобы задержать тебя. Ты не можешь говорить на языке благословения, держась за руки с духом предательства. Решение должно быть принято. Потому что я открываю двери, которые никто не может закрыть, но я не позволю вам принести коррупцию в ваш следующий сезон. И поэтому я спрашиваю вас, готовы ли вы быть непонятыми, чтобы возвыситься? Готовы ли вы потерять иллюзию связи, чтобы обрести реальность завета? Выберете ли вы разоблачение вместо комфорта, справедливость вместо молчания и правду вместо традиции? Перед вами сейчас резкий контраст. Это не просто вопрос правильного и неправильного. Это вопрос бедность против богатства, тьма против света, задержка против ускорения, рабство против прорыва. Вы стоите на духовном перекрестке и больше не можете позволить себе пребывать в нерешительности. Подумайте об этом. Что, если благословение, о котором вы молились, всегда ждало вас, но небеса просто ждали отпустить то, что истощало твою душу? Что, если чудо не откладывается, а вы отвлеклись? А что, если урожай уже созрел, но руки, которым Бог поручил его собирать, все еще держатся за испорченную почву? Я знаю, что предательство ранит. Я знаю, что фальшивый смех все еще раздается. Но они не могут владеть вашим завтрашним днем, если вы не позволите им арендовать место в вашем настоящем. Отпустите их. Освободитесь от эмоциональных контрактов, которые вы заключили с теми, кого никогда не посылали, чтобы остаться. Завет, который я приготовил для вас, богат миром, переполнен благосклонностью, сочится судьбой. Но он требует чистота. Это требует храбрость. Дитя мое, услышь меня. Это не просто период исцеления, это трансферный сезон. Есть богатство, реальное, осязаемое, сверхъестественное богатство, которое передается из рук нечестивых в руки праведных.
Но не все, кто претендует на праведность, чисты. Я исследую сердце. Я взвешиваю мотивы. И я решаю, кому можно доверить то, что вот-вот изольется. Могу ли я вам доверять? Будешь ли ты благословлять, даже если будет больно? Будете ли вы подчиняться, даже если это будет дорого стоить? Откажетесь ли вы от того, что кажется вам знакомым, если это означает приобретение незнакомой выгоды? Это твой тест. Не в будущем, сейчас. Потому что я уже привожу вещи в движение. Сейчас будут сделаны телефонные звонки, которые изменят ситуацию в твою пользу. Скоро распахнутся двери, которых никто не ожидал. Скоро раскроются секреты, которые, наконец, оправдают твое имя. Но эти божественные движения подключен к вашему выбору. Вы должны выбрать полное соответствие свету или снова рискуете быть задержанным тенями. Вы должны решить покинуть пещеру выживания и войти во дворец цели. Но знайте следующее: вы не можете нести оба. Вы не можете принести свой старый образ мышления дикой природы в землю обетованную. В дикой природе вы научились выживать. Но теперь я призываю вас получить стратегию. В яме ты терпел несправедливость. Но теперь я призываю тебя сидеть в креслах суда и мудрости. Это не просто сезон восстановления. Это сезон разворот. Там, где над вами когда-то смеялись, теперь вами будут восхищаться. Если раньше вас увольняли, то теперь с вас будут требовать. Где ты когда-то был унижен, теперь ты будешь божественно установленный. Но вы должны освободить место. А освободить место означает отпустить то, что когда-то казалось необходимым, но теперь является ядом для вашей цели. Это может означать разрыв связей. Это может означать изменение вашего молитвенного круга. Это может означать уход от тех самых людей, которые помогли вам выжить, потому что выживание больше не является целью, к победе есть. Поэтому я снова спрашиваю вас, что вам нужно изменить, чтобы получить благословение? Нужно ли вам удалить горечь из своего сердца? Может, вам стоит прекратить попытки заставить их извиниться и позволить Богу вершить правосудие. Вам нужно удалить старый текст, старые фотографии, старый доступ. Готовы ли вы потерять временное общение ради Вечного Завета? Небесные двери не закрываются, они открываясь шире, чем когда-либо. И я призываю вас не просто войти, но и займите свое место. Небесный суд уже вынес решение в твою пользу. Но это решение требует земного послушания. Оно требует, чтобы ты теперь ходил как избранный, которым я призвал тебя быть, с расправленными плечами, поднятой головой и очищенным от любых компромиссов сердцем. Время отсрочек прошло. Время прятаться закончилось, то настал ваш момент двигаться в праведности, силе и ясности, но ты должен действовать. Ты должен верить. И ты должен отделить себя от всего, что соответствовало вашему застою. Не оглядывайся назад. То, что я даю тебе, это не повторение прошлого, это сверхъестественный разворот. Благословение здесь. Суд вынесен. И вот зал суда сказал: ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Всякий язык, который поднимется против тебя на суде, будет осужден. Исайя 54:17. Приготовьтесь. Ваше чудо требует движения. И в следующем разделе я произнесу обещания, которые теперь принадлежат тебе, обещания, которые никакое предательство не может стереть, никакая ложь не может заблокировать и никакой враг не может остановить. Оставайся со мной. То, что будет дальше, подтвердит все, что небеса провозгласили над твоей жизнью. Отметьте эту неделю. Запечатлейте ее в своем духе.
Пусть ваше сердце не забудет эти слова. Решающий момент приближается, это уже не вопросисли, но когда час расплаты назначен, и небеса привели свой суд в действие. Этот арест, да, тот, который вы предчувствовали, боялись или, возможно, даже отрицали, состоится. И это будет не просто физическое событие. Это будет духовное прерывание, святое вмешательство, в ходе которого сам Бог разрывает цепи, привязывающие вас к промедлению. Тот, чьей миссией было привязать твою судьбу к неудаче, его задание выполнено. Это не метафорично. Это не поэтично. Это буквально то, что они начали в тайне, теперь будет раскрыто публично. То, что они шептали во тьме, будет кричать с крыш. Бог больше не ждет. Никакой союз тьмы не может отменить приговор. Никакие чары, никакие заклинания, никакие манипуляции не могут отменить то, что было предопределено в судах небес. Сезон вмешательства окончен. Для них арест – это не просто момент суда, это момент-релиз для вас. Дитя мое, ты ждал в тишине. Ты наблюдал, как другие двигались вперед в то время, как твои ноги были скованы. Ты произносил обещания над собственной душой, в то время как ветры войны дули тебе в спину. Но теперь услышь меня ясно, ветер переменился. То, что когда-то противостояло тебе, теперь подчиняется голосу небес. То, что когда-то препятствовало тебе, теперь склоняется перед твоим божественным призванием. Тебя не забыли. Тебя не обошли стороной. Вы благословенны. И это не обычное благословение. Это не рельеф на уровне поверхности. Это божественное возрождение, сверхъестественное возвращение всего, что было взято. Время, мир, доверие, мечты, финансы, ясность, отношения. Каждая украденная часть вашей личности восстанавливается. Не только эмоционально, не только духовно, но даже материально. Вы это почувствуете. Вы это увидите. Вы будете ходить в этом. И у других не будет выбора, кроме как стать свидетелями этого. Потому что на этой неделе Бог возвращает тебя. Возвращение себе голоса, того, который вы заставили замолчать, чтобы сохранить мир. Возвращение вашей веры, той, которую вы похоронили под годами предательства. Возвращение своего видения, того, которое продолжало стремиться к росту, даже находясь под гнетом. Возвращение вашего изобилия, того, которое, как вы думали, предназначено только для других. Ты плакал: «Господи, когда же настанет моя очередь?» И небеса сейчас отвечают: это твоя очередь. Это твое время. Это твоя территория. Тот, кто пытался тебя похоронить, они неосознанно готовили почву для твоего урожая. Тот, кто высмеивал ваши молитвы, они непреднамеренно активировали услугу, что теперь будет переливаться через вашу жизнь. И тишина, через которую вы прошли, это никогда не было оставлением. Это была инкубация. Потому что нефть, которая течет из вашей жизни сейчас, будет безошибочной, неоспоримой и непоколебимой. Услышь меня, дитя. Это не просто пророческое слово. Это твоя новая реальность. Дух Господень провозглашает: ты больше не будешь жить ниже своего наследства, ты больше не будешь извиняться за свои дары. Ты больше не будешь сжимать свои мечты, чтобы приспособить тех, кто не смог увидеть твоего величия. Ты больше не будешь просить то, что я уже сделал. Объявлен вашим. Благословения не просто приходят, они уже здесь. И они проявятся быстро. Благословенны ваши финансы, потому что то, что было заблокировано, теперь разблокировано. Благословен ты в душе своей, ибо мучитель умолк. Благословенны вы в своем здравии,
потому что божественное восстановление охватывает ваше тело. Благословенны ваши отношения, потому что всякая подделка заменяется заветом. Благословенны в своем предназначении, потому что ясность теперь наполняет ваше сердце, как свет в темной комнате. Больше никакой путаницы. Больше никаких циклов. Больше никаких потерянных сезонов. Это час священный переворот. То, что вы считали концом, это поворотный момент. То, что выглядело как поражение, на самом деле ваш божественный старт. Вы не просто благословлены, вы становитесь благословением. И вот в чем тайна: арест, разоблачение, духовное разложение, которое вот-вот произойдет, это не только Божий суд. Это да будет милость Божия к вам, потому что если бы тьме позволили задержаться еще немного, твое сердце бы очерствело. Твоя надежда бы тихо истекла кровью. Но теперь тебя спасают не только от них, но и от тех частей вас самих, которые довольствовались меньшим. Ты — это голова, а не хвост только сверху, а не снизу. Вы идете по землям, которые не возделывали, и пожинаете плоды виноградников, которые не насаждали. Вас окружает ангельская поддержка, вы руководствуетесь божественным временем и несете с дыханием Божьего слова. Всякое место, куда ступит нога твоя, я даю тебе. Каждый замысел, составленный против тебя, я разрушил прежде, чем он успел осуществиться. Каждую ложь, рассказанную о тебе, я теперь использую как топливо, чтобы возвысить твое имя. Не бойтесь того, что грядет. Это не осуждение для вас, это справедливость для вас, и это великолепно. И теперь я приглашаю вас не просто как зрителя, но как человека, избранного для такого времени, как это, сделать это благословение личным. Провозгласите его. Запечатайте его в вере. Комментарий ниже – это мое назначенное время. Я получаю свое восстановление. Я вступаю в правосудие. Пиши смело. Небеса наблюдают. И когда ты это печатаешь, ты соглашаешься с тем, что Бог уже сказал. Потому что момент настал. Цепи рвутся. Ситуация меняется. И ты, дитя мое, ты наконец-то входишь во все то, что всегда было твоим. Отец Небесный, праведный и святой, тот, кто видит все и ничего не забывает, я предстаю перед тобой сейчас от имени того, кто читает, того, кто смотрит, того, кто слушает усталыми глазами и сердцем, которое долго кричало в тишине. Годами они шептали молитвы в темноте, спрашивая себя, слышишь ли ты их еще. В течение многих сезонов они спрашивали, почему так много молчания, Боже? Почему так долго? И теперь ты отвечаешь не с упреком, не с осуждением, а с ясностью. Даже злу нужно время, чтобы созреть, прежде чем оно будет разоблачено. Пока враг строил козни, ты готовился. Пока они тайно говорили ложь, ты строил истину в духе. Пока предательство формировалось за закрытыми дверями, ты собирал каждую деталь, доказательства не для обвинения, а для оправдания. Как и Иосиф, этот был брошен в яму не из-за неудачи, а из-за благосклонности. И теперь, как и в случае с Иосифом, эта яма станет платформой. То, что когда-то выглядело как заключение, теперь является основанием дворца. Цепи, которые они когда-то носили, эмоциональные, духовные, даже финансовые, теперь станут ступенями, которые возвысят их. Отец, твое слово говорит в Бытие 50:20, ты замышлял против меня зло, но Бог имел в виду добро, чтобы сохранить жизнь многим людям. Этот стих не просто история, это реальность настоящего зрителя. Каждый заговор, каждое слово, сказанное, чтобы разрушить их судьбу, теперь стало удобрением для сверхъестественного урожая. То, что было создано против них, было преобразовано для них. То, что должно было похоронить их, теперь было перевернуто, чтобы благословить их.
И потому я молю тебя, Боже воздаяния, простри руку свою. Распространите это на каждый ложный ярлык, высказанный против этого зрителя. Растяните это на каждую упущенную возможность, на все отношения, которые их истощили, на каждую ночь, когда они плакали в подушку и спрашивали, когда это изменится. Растяните его на время задержки, которая когда-то их расстраивала, и превратите его в ту самую утробу, которая рождает их чудо. Ибо ты сказал в Псалом 37, 6, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень. Это не просто обещание. Это приговор. И я заявляю сейчас, свет грядет. Истина восходит. То, что они пытались удержать во тьме, теперь станет маяком, и твое правосудие будет таким громким, что заставит замолчать каждый рот, который когда-то насмехался над ними. Я говорю об этом чаде твоем, что всякая духовная ложь, произнесенная против них, будет уничтожена. Всякий язык, поднявшийся на суд, будет осужден. Всякая дверь, запертая руками нечестивых, будет закрыта и вновь открыт святыми. Я говорю над ними Исайя 54, 17. Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно. Никакого шепота, никакого проклятия, никакого плана, никакого союза, никакой манипуляции. Все это рушится сейчас. Потому что ты никогда не отсутствовал. Ты наблюдал. И в тишине ты укреплял. Как это было в дни Исфири, когда, казалось, зло победило, ты организовывал переворот. Когда Аман строил виселицу, ты уже планировал его падение. Когда Мордохей сидел за воротами в смирении, ты готовил его одежду чести. И поэтому, Господь и я заявляю, это момент Мордохея для твоего возлюбленного. Одежда готова. Корона грядет. Поездка по улицам признания готовится, потому что ты вознаграждаешь верных. Господь, этот ребенок выдержал. Они остались верными в яме. Они молились, когда не было никаких доказательств. Они давали, когда едва держались. И теперь награда за подготовку настала. Ты сказал в Галатам 6, 9, делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Катец – это их в свое время, это час, когда посев превращается в жатву, плач превращается в танцы, а тишина превращается в хвалебные песни. Боже, удали последние остатки стыда. Там, где они чувствовали себя недостойными, напомни им, что Твоя благодать никогда не основывалась на их совершенстве, но на Твоем завете. Пусть огонь, который их очищал, теперь будет тем же огнем, который их питает. Пусть испытания, которые они пережили, теперь станут свидетельствами, которые пробуждают других. Пусть их оправдание будет видимым. Пусть их возвышение будет публичным. Пусть их имя будет очищено не только в небесных судах, но и в устах людей. И я говорю о них сейчас, не просто восстановление, а реставрация. Не просто восстановление, а повышение, ибо ты сказал в Иоэль 2, 25, «Я воздам вам за годы, пожранные саранчой». Не только моменты, годы, каждый год, потерянный из-за депрессии. Каждый год, потраченный впустую в неправильных отношениях. Каждая возможность, упущенная из-за чьей-то манипуляции. Каждое благословение, отложенное духовной войной. Восстановите его. Искупите его. Восстановите его в двойная порция. Пусть благословение течет, как масло, без меры, без промедления, без извинений. Пусть двери распахнутся божественной силой. Пусть ключи, которые были спрятаны, теперь попадут в их руки. Пусть завет, который ты заключил до их рождения, теперь будет говорить громче, чем любое проклятие, когда-либо брошенное против них. Ибо ты не человек, чтобы тебе лгать, и не сын человеческий, чтобы тебе изменять свое мнение.
То, что ты обещал, ты исполнишь. Отец, я заявляю, то, что когда-то сковало их, теперь нести их, и то, что когда-то насмехалось над ними, теперь будет служить им. То, что когда-то задерживало их, теперь будет служить им, объявить их, награда пришла, потому что подготовка была завершена. Огонь не был напрасным. Тишина не была пустой. Она была наполнена божественной стратегией, и теперь доказательства были собраны. Суд был вынесен. Так что встань, Дитя Божие. Время оправдания пришло. Господь не только услышал, ан взволнованный. Тебя никогда не наказывали. Тебя наказывали, позиционируется, и вот небеса сказали «молодец». Во имя могущественного Иисуса, имя, которое выше предательства, выше путаницы, выше промедления, я запечатываю эту молитву. Я провозглашаю божественный разворот, сверхъестественное обеспечение, ускорение завета и непоколебимый мир над этим зрителем. И когда они сейчас сделают шаг вперед, пусть они почувствуют то, чего ждали, не просто конец боли, но и прибытие обещания. Аминь. Вы ближе, чем вы думаете. Гораздо ближе. Ветры, которые вы чувствуете, волнующиеся вокруг вашей жизни прямо сейчас, не являются ветрами хаоса, это ветры перемен. Тишина, которую вы когда-то интерпретировали как отказ, на самом деле была Богом, затаившим дыхание, ожидающим момента, чтобы силой вдохнуть в вашу судьбу. Теперь дыхание небес движется. Ангелы выполняют задание. Рука Бога начала перестраивать все, что когда-то противостояло вам. Исцеление больше не является возможностью, это определенность. Обеспечение – это не «может быть», оно в пути. То, что вы не могли исправить, то, что вы не могли объяснить, о чем вы плакали в тайне, все это теперь открыто решается суверенной властью вашего Отца. Двери, в которые вы даже не осмеливались постучаться, вот-вот откроются. Отношения, которые вы никогда не думали примирить, вот-вот выровняются. Стратегии загружаются с небес, которые ваш разум в одиночку никогда не смог бы постичь. Там, где был дефицит, теперь будет избыток. Там, где было достаточно, чтобы выжить, теперь будет более чем достаточно, чтобы процветать. Сезон ограничений выполнил свою задачу. Он научил вас. Он очистил вас. Он показал, кто был за вас, а кто тайно работал против вас. Но срок его годности истек. Теперь наступает избыток, теперь наступает услуга, теперь наступает реставрация, речь идет не о возвращении к тому, кем вы были до борьбы, а о том, чтобы стать тем, кем вам всегда было суждено быть, потому что борьбы. Ничто не было напрасным. Ни слезы, ни вопросы, ни годы молчания, когда, казалось, ничто не двигалось. Все было семенем. И Бог, главный жнец, готов преобразовать то, что выглядело как потеря, в наследие. Да, все, что у тебя отняли, вернется, умножается. Каждая украденная возможность теперь вернется, как открытые двери. Каждый момент, который казался потерянным, будет искуплен божественным ускорением. Каждый раз, когда вы думали, может быть, уже слишком поздно, небеса говорили «просто подожди». Теперь ожидание закончилось. Теперь начинается сезон божественного освобождения. Но помните, вы не выйдете из этого с пустыми руками. Вы не выйдете из этой битвы избитыми и едва дышащими. Вы подниметесь не просто как выживший, но как свидетельство. Ваша история не закончится сломом, она закончится прорывом. Ваше свидетельство станет вашим венцом. Не из золота или человеческой похвалы, но из слава. Слава, которая отражает каждую молитву, которую вы никогда не думали услышать. Каждый шепот надежды,
который вы осмелились произнести, когда все казалось потерянным. Каждый маленький акт веры, который теперь становится основой вашей победы. Вы не выходите из этого только ради своей выгоды. Другие последуют за вашим светом. Другие поверят из-за вашего освобождения. Ваше исцеление – это не просто исцеление, это комиссия, ваш прорыв не только личный, он пророческий. Потому что ваша победа сломает цепи в других. И ваше помазание будет нести елей того, кто прошел сквозь огонь и вышел благоухающим с целью. И что теперь? Теперь вы дышите. Теперь ты стоишь. Теперь вы идете вперед в полной уверенности, что ваше имя было названо в судах небес. Решение уже объявлено, благословленный, восстановленный, избранный, помазанный, назначенный. Не подвергайте это сомнению. Не позволяйте своему прошлому говорить громче, чем Божьи обещания. Вы больше не тот, кем были, даже вчера. На вашей голове свежий елей. Новый сезон в ваших руках. Обещание в ваших устах. Идите в нем. Провозглашайте его. Ожидайте его. Потому что небеса не просто отвечают вам, небеса поддерживают вас. И если это слово коснулось вашей души, я приглашаю вас сейчас не просто как зрителя, но и как единоверца по завету сделать две вещи. Первый – комментарий ниже и провозгласите свое согласие с тем, что Бог делает в вашей жизни. Дайте атмосфере знать, что вы не смущены, не стыдитесь, не колеблетесь стоять в вере. Говорите это прямо. Это мой сезон изобилия, благосклонности и восстановления. Я принимаю его полностью. Когда вы пишете, вы запечатываете это. Когда вы комментируете, вы активируете свою атмосферу. Потому что есть сила в том, чтобы вкладывать веру в слово. Второй – подписаться на этот канал, если вы еще этого не сделали. Не просто следить за контентом, а оставайтесь на одной волне с потоком того, что высвобождает Бог. Есть еще. Есть продолжение. Это только начало. В следующем эпизоде мы узнаем, как поддержите это чудо, как защищать то, что дал Бог, и как превратить прорыв в постоянный образ жизни благословения. Следующая часть является ключом к хождению в победе, которая будет длиться вечно. Подпишитесь, включите уведомления и оставайтесь на связи с ритмом божественной истины, которая приводит вашу жизнь в порядок. Потому что это больше, чем видео. Это твой момент. Это ваше свидетельство в процессе становления. Это твой венец, который сейчас надето невидимыми руками и создан не по человеческому усмотрению, но по обетованиям самого Бога. Оставьте тени позади. Откройте для себя великолепие своего призвания. Небеса движутся ради вас. И, Дитя Божие, ты есть теряма у двери. Тишина никогда не была отсутствием. Задержка никогда не была отрицанием. И боль никогда не была наказанием. Это была подготовка к вашей награде. Идите вперед сейчас. Не в страхе, а в полноте. Не в стыде, а в сияющей силе. Корона ждет. И ваша история скоро будет рассказана с огнем, правдой и славой. Увидимся в следующем сообщении. Оставайтесь готовыми. Оставайтесь благословенными. И превыше всего оставайтесь ожидающими. Потому что твоего чуда больше нет в пути. Оно здесь.